И такое простое, ясное, осознанное состояние ума подобно мельчайшим частицам. Then it will some other condition. Then it will come before anger come. Then this will back into clear state of mind. Then maybe some of the good condition. Then arise love and compassion. И так до этого возникал гнев, и далее он растворился в ясном и осознанном состоянии ума, а затем появляются другие хорошие условия, и возникают любовь и сострадание. Один человек утром делится, а потом вечером ха-ха-ха смеется, понятно, да? Что? Утром его встречало неправильное слово, потом как лед. Понятно, да? Лед. Гнев — это как лед. Понятно, лед стал, крепкий лед. Он кричит. Понятно, да? А потом слово меняться, это лед, опять стал вода. Вода — это как clear state of mind. Вода — это подобие ясного, осознанного состояния. Да? Any emotion come from the clear state of mind. They are like ice, come from the condition. Все эмоции возникают из ясного и осознанного состояния ума, и они, подобно льду, возникают в силу условий. So that's why in Dzogchen teaching says, anger, no matter how gross it is, but by nature is a clear state. И поэтому в учении по Дзогчену говорится, что гнев, каким бы грубым, сильным он ни был, по природе это простое, ясное и осознанное состояние ума. Ice, no matter how rigid it looks like, nature is water. И лед, каким бы прочным ни казался, по природе это вода. Okay. So it comes from water, dissolve back into water. Итак, лед возникает из воды и растворяется обратно в воде. Just clear state. It's called rikpa. Это простое, ясное, осознанное состояние ума, которое называется рикпа. Okay. So, this way, Dignaga, when he proved the previous life, he used not the consciousness. He says rikpa. Just clear every state of mind. Rikpa, or the first moment of the child in mother womb. И поэтому, когда Дигнага доказывал наличие прошлых жизней, он не использовал такого термина, как сознание, а он говорил про рикпа, про ясное осознанное состояние ума. И вот его первый момент ясного осознанного состояния ума ребенка в утробе матери come from the previous moment because it is a consciousness. Возникает из предыдущего момента, потому что это сознание. Come from its own previous moment. Возникает из своего предыдущего момента. This is the man referring. Man referring, it comes from its own previous moment because it's a consciousness, it's a rikpa. То есть это главное указание в этом силлогизме, что возникает из своего предыдущего момента времени, поскольку это рикпа. So here is not talking about the love and compassion like that, anger not like that, not gross state of mind. Just a clear every state of mind, which come from previous life, will always continue, even this will become a Buddha. So this one, then where it come? This one, most subtle state of mind. Здесь не говорится о грубых состояниях ума, таких как гнев или любовь или сострадание, а речь идет о наитончайшем состоянии ума, простой ясности и осознанности, которая существует с безначальных времен и будет впредь существовать вплоть до достижения состояния Будды. So our growth consciousness, like anger, there is a beginning, there is end also. У нашего грубого сознания, например, у гнева, есть начало и также есть конец. Когда человек плохо встречает, потом гнев пришел. То это гнев нету. А потом, когда вы забили эту тему, вы думаете другие вещи, потом это гнев. This anger state of mind dissolve back into clear and every state of mind. Then it's no more anger. Далее это гневное состояние ума обратно растворяется в ясном и осознанном состоянии ума, и гнева больше нет. This clear and every state is not anger. Это ясное осознанное состояние, это больше не гнев. And many Buddhist philosophers they're saying that during the time when you get angry. Многие буддийские философы говорят, что в тот момент, когда вы гневаетесь, at that time this clear and every state of mind of this anger is also not anger. В этот момент это ясное осознанное состояние ума гнева тоже не является гневом. Ясно, да?
Okay. So some philosopher they saying that that's also anger. But I and philosopher within the philosopher now when we debate then there's assertion. So his own is also saying that clear never state mind of the anger during the time of anger. That is not anger. I also say this is not anger. Есть и другие философы, которые говорят, что ясное осознанное состояние ума гнева — это также гнев. Что касается его святейшества Далай Ламы и моей собственной точки зрения, я думаю, что ясное осознанное состояние ума во время гнева — это не гнев. Это не гнев. Понятно? So it's a one substance of anger, but not anger. Это как бы одна из субстанций гнева, но это не гнев. Ясно, да? Хорошо? Чай, вода, пакет, чай пакет, потом сахар, молоко все вместе. Понятно, да? Clear never state mind is like a water. Ясное осознанное состояние ума подобно воде. Вода, понятно, да? It will always water, even when it looks like here, it's like a tea. But this water is always remains water, but it's, as it's mixed, we don't see it clearly. Вода всегда будет водой, даже когда она смешана с молоком, с чаем, хотя мы ее не видим, но вода там всегда остается. Всегда остается, как вода. Понятно, да? Хорошо? Ясно, да? Потому что когда мы не видим отдельно вода, мы говорим, что там вода нету, там чай. Но там вода есть. Если вода не была, там чай тоже невозможно. Хорошо, ясно, да? Ясно, да? So, где вода? Он смешно, мы не видим. Хорошо, ясно, да? Но там есть вода, есть. Ясно, да? So, you can, it's possible, all this ingredient, remove it. Only water, you can remove it from it. It's possible. Ну, если это возможно, то можно было бы полностью устранить все эти ингредиенты и оставить только воду. На самом деле это возможно. Возможно. Хорошо, ясно, да? Сейчас мы логически знаем. Даже чай, молоко все смешано. А потом такой технологии, да? Технология сейчас есть чувство. Все это substance убирает. Потом только вода берут, точно такой размер вода, другой стакан. Сначала вода положил, чай делал. Потом отсюда чай убирает, только вода мощно забирает. Хорошо, ясно, да? So this is a primary. Like that, just clear and every state of mind. Even it mixed with a, negative emotion, very anger, clear and every state of mind still stay there. И вот таким же образом, если есть ясное осознанное состояние ума, даже если оно смешано с другими негативными эмоциями, например, появился сильный гнев, все равно там остается ясное осознанное состояние. Ясно, да? Okay. When you are very angry, at that time, the main substance, that is the clear nervous state of mind. Когда вы в сильном гневе, то в этот момент главная субстанция вашего ума — это ясное и осознанное состояние. Понятно, да? Чай, как вы кажется, главное — это вода. Без воды чай невозможно. Понятно, да? Главная вода. Главная вода сначала чуть-чуть черный свет получает, потом молоко получает, потом свет чуть-чуть другой меняется, понятно, да? Там сахар получится, чуть-чуть другой вкус получает. Но главное это вода. Понятно, да? Потом обед можно, стал обед вода, чистая вода. Понятно, да? Хорошо? Вы все поняли, да? Like that, in the very angry state of mind, our clear and every state of mind, Buddha nature, which is called Buddha nature, is also there. И вот таким образом, даже в очень сильном нашем разгневанном состоянии ума, ясное и осознанное состояние, которое называется природой Будды, всегда сохраняется. Then it again come back to just clear and every state of mind continue. It will never be like an anger. Time being stay like that, then again remove this thing, again just clear and every state continue. И такое состояние не будет длиться долго, оно возникает в качестве гнева, а затем гнев исчезает, и далее продолжается простое, ясное и осознанное состояние ума. Понятно? Okay. Then in future, when this clear and every state of mind, it was induced with a pure love and compassion. А в будущем, когда такое ясное, осознанное состояние ума побуждаемо любовью и состраданием, pure love and compassion. Чистыми любовью и состраданием, based on very good reasoning, foundation. На основе очень хороших обоснований, When you're familiar for a long period of time, когда вы их осваиваете длительный период времени, then this love and compassion expand limitlessly. То тогда эти любовь и сострадание развиваются до безграничности. Because it depends on the, as it's familiar long period of time, and as it don't depend on the reforce. So it can expand limitlessly.
Потому что, поскольку они осваиваются длительный период времени и далее уже не зависят от повторных усилий, они могут быть развиты до безграничного состояния. Based on the very good foundation, valid foundation. Основываясь на очень хорошем фундаменте, на достоверной основе. Family love and compassion for a long period of time, then because of long period of family, then it don't depend on the reforce. That's why it can expand limitless. This is the logic, Dina proof that Nirvana is possible. Когда любовь и сострадание осваиваются длительный период времени, позже они уже не зависят от повторных усилий и могут быть развиты до безграничного состояния. И это та логика, которую Дигнага использовал для доказательства нирваны. Our anger and jealousy, no matter how much we are familiar, it can't expand limitlessly because the foundation is not stable. Наш гнев, зависть, сколько бы вы их ни осваивали, сколько бы к ним ни привыкали, они не смогут быть развиты до безграничности, потому что у них фундамент непрочный. Это недостоверное состояние ума. So from any emotion which arises from the not well state mind, it can't continue long term, it will collapse. Любая негативная эмоция, возникающая из недостоверного состояния ума, не сможет сохраняться долго, рано или поздно она рухнет. So that's why any negative emotion, it can't explain because foundation is not a valid foundation. Foundation is not valid. Любая негативная эмоция cannot expand limitlessly. Не может развиваться до безграничности, потому что не имеет прочного фундамента. All negative emotions, they come from misunderstanding, not clear understanding. Все негативные эмоции возникают из-за недопониманий, из-за неясного понимания. So there is always danger when one day your consciousness is possible to understand the truth. Ну, там всегда есть опасность, то, что у вашего сознания есть способность познавать истину. Истина, понятно, да? А поэтому это ваш негативное состояние ума, это страх. Вам есть способность понимать истины. Один день истину понимает, что мне негативное состояние ума, наш мест нету. Это правда. Понятно, да? Поэтому любой ваш негативное состояние ума, они времени, понятно, да? До пока вы тупой, они будут вам диктат. Когда вы умный стал, понятно, да? Когда вы понял, ага, они основа не то. Как они могут контролировать меня? Понятно, да? Сейчас они вам диктат. Понятно, да? Когда вы истинно понимаете будут, да? Потом они рухнут. Хорошо, ясно, да? Пайда низу, ясно, да? Then you are clear in a state of mind. Mind, with the help of the wisdom, general love and compassion, they all explain limited. Then that's called state of Buddhahood. И тогда ваше ясно осознанное состояние ума с сильными чувствами любви, сострадания, с мудростью, все это будет развито до безграничности, и это называется состоянием Будды. Понятно? Вот так Дигнага доказал. This I'm telling you in a very roughly form. И это то, что в качестве доказательства приводил Дигнага, я объясняю вам это в очень грубой форме. Now, in order to understand this more precisely, first you should know, prove that how they can previous life. How there can be our consciousness, there is no beginning. Why? Для того, чтобы ясно это понять, в первую очередь вам необходимо понять доказательства наличия прошлых жизней и почему у нашего сознания нет начала. Не начала, понятно? Потому что Будда сказал не так, да? Там точно причин. Хорошо, ясно, да? Okay. So now we look at this syllogism. Теперь рассмотрим этот силлогизм. Ясно, да? Хорошо. Okay. Now, first you should have a little bit Buddhist logic, in order to understand things through syllogism. First you should know the basic Buddhist logic. Ну, а чтобы приходить к пониманию на основе силлогизмов, вначале вам нужно изучить базовую буддийскую логику. So, Dignaga, when he wrote the 4th chapter of Paramanadhikara, the main purpose of all this 4th chapter, the main thing is the 2nd chapter which proved the Buddha is valid being. Когда Дигнага написал 4 главы про Манавартики, то главная цель, с которой он написал этот труд, она заключается во 2 главе, это доказательство Будды как достоверного существа. In there he proved the previous life, future life, proved this Nirvana is possible. И там также logical. He proved the third noble truth of cessation. Там с помощью логики доказываются прошлые жизни, будущие жизни, и также доказывается достижение состояния нирваны, 3-я благородная истина пресечения. Logical proof noble cessation exists.
Логически доказывается, что благородная истина пресечения существует. This is the highest happiness. Это наивысшее счастье. Ясно, да? Хорошо? Okay. So this is the main topic of the permanent adhikara. So in order to understand the second chapter which is proving Buddha as a valid being, with a clear logic, then first chapter he explained the syllogism. Но для того, чтобы доказать, что Будда является достоверным существом с использованием ясной логики, в первую очередь приводится первая глава про Манавартики, где рассматривается силлогизм. Syllogism, so that through the help of syllogism you can understand the Buddha's valid being. Чтобы с помощью силлогизмов вы поняли, что Будда является достоверным существом. So thus way, in the first chapter, Dignaga talk about what is a valid cognition, what is not valid cognition. Поэтому в первой главе Дигнага говорит о том, что является достоверным сознанием, а что есть недостоверное познание. And he says, reason why I wrote the first chapter, what is valid and what is not valid consciousness. Because all the negative emotions come from the not valid state of mind. All the positive state of mind come from valid state of mind. That's why very important to know what is valid consciousness, what is not valid cognition. Valid cognition, non valid cognition. Дигнага говорил о том, почему он подробно рассмотрел, что является достоверным познанием, что есть недостоверное познание, по той причине, что все негативные эмоции возникают из недостоверных состояний ума, а позитивные эмоции возникают на базе достоверного познания. So it's not only for the second chapter to understand. He says all our negative emotions come from the non-valid cognition. All our positives come from the valid cognition. Итак, эти объяснения приводились не только для того, чтобы мы смогли понять вторую главу про Манавартики, но также и по той причине, что все наши негативные эмоции возникают из-за недостоверного познания, а все позитивные эмоции возникают на основе достоверного познания. So when you get anger, when you get attached, you investigate why you get anger, why you get anger. You are using some reasoning. Например, если у вас появляется гнев или привязанность, в этот момент исследуйте, почему у вас возник гнев, вы используете какое-то умозаключение. Then your anger becomes stronger, your attachment becomes stronger, because you are using wrong syllogism. И так ваш гнев становится сильнее, привязанность становится сильнее, потому что вы используете неправильный силлогизм. Понятно? Ясно, да? Никоми это он общается мой враг. Но коми это вчера он меня плохо смотрит. Понятно, да? Все это силлогизм. Почему он плохо? Понятно, да? Хорошо? Меня липа не делал. Меня подарок не делал. Понятно, да? Мой день на день он забил. Понятно, да? Вот так много вы догадываетесь, да? Вы думаете на это, а потом вы злитесь сильнее. Понятно, да? Раньше он всегда меня звонит, подарок дает. Сейчас подарок тоже перестал давать. Это тоже знак, что-то он неправильно думает, понятно, да? Что-то он, это, ясно, да? Вот так, очень много, я не знаю, почему люди странные, местные, понятно, да? Хорошо? This all come from not logical way of thinking. Все это возникает из-за нелогичного образа мышления. Понятно, да? Then all this delusion come. И так возникают все омрачения. Понятно, да? If you become little bit logical. Если вы начинаете мыслить немного логически, ясно, да? Если кого-то вам сказал, Наташа, тебе так сказал. Если вам логики нет, то ха-ха, Наташа, понял, да? 2 года назад она так сказала. 3 года назад, да? Вчера я видел мой враг, видно, да? Наташа сейчас 100% мой враг. Это ваш логика. 100% Наташа мой враг. Она меня капли любовь нету. Я решил. Это неправильно.